Всем доброго раннего утра. Итак, друзья мои, сейчас я научу вас, как обращаться к самому Солнцу или к Шамсу. Это ритуал, который истоками связан с таким народом, необычным народом, единственным народом на Земле, который в самом первозданном виде сохранил свою религию, к езидам. Если вы хотите больше узнать о них, посмотрите мою лекцию «Езидизм». Я там очень подробно рассказываю о религии езидизм, о том, откуда этот народ родом, какая история у езидов. Поэтому, чтобы долго не говорить об этом, советую вам посмотреть мою лекцию «Езидизм». Второй момент. Многие считают, что езиды считают Солнце Богом. Это не так. Они считают, что Бог – это вне пространства, вне человеческих пониманий. Это некое космическое сознание, которое просто недосягаемо. И чтобы обратиться к нему, нужно обратиться к нему через его посредника. Или, как по-другому называют, светоносный ангел. Через Шамса. А Шамс – это и есть Солнце. Либо он и есть Солнце, либо он появляется вместе с Солнцем. Несколько различных вариантов. Но как бы там ни было, считается, что Шамс выходит к людям каждый раз, когда восходит солнце. Именно поэтому езиды делают приветствие намаха солнцу. И вот тот самый намаз, он идет корнями и в зороастризм, и к езидизму, и более глубокие имеет корни. Хочу вам сказать, что страна езидов – это Мидия. Древняя Мидия, которая была разрушена персами. И, собственно говоря, мидийцы постепенно слились с этносом восточных народностей. Во многих источниках, если вы, например, напишете, кто такие езиды, вам выдают следующую версию. Езиды – этнические курды. Вот это вот заблуждение и эта историческая несправедливость, она очень вопиющая, потому что не езиды этнические курды, это курды, езиды, которые поменяли свою веру. Вы не представляете, насколько этот народ держится за свою религию. Вы представить себе не можете их верность своему Богу, своим верованиям, своим предкам. Ради того, чтобы их насильно не обратили ни в какую веру, они запрещали несколько веков своим детям читать и писать, чтобы те не прочитали никакие ненужные источники и вдруг не отказались от своей веры. Отсюда и долгое время, как бы, скажем так, неграмотность среди народа именно по той причине, что боялись, боязнь вдруг заставит их прочитать другие источники, и кто-то соблазнится и уйдет. За много тысячелетий, а этому народу много тысяч лет, езиды остались верны своей религии. И та часть езидов, которые поменяли веру, их назвали курмани, то есть отступники. И это и есть курды. Ну, как бы им нравится это или нет, но это историческая правда. Еще их называли кушаны. Кушаны – это степные народности, которые потом слились с курдами.
То есть это определенный этнос, он очень далек от курдов и езидов, но он слился со временем с ними. Это были разбойники, которые, кочевые разбойники, которые нападали на караваны, нападали на окраины, скажем так, больших государств, грабили. И отсюда в армянском языке появилось новое слово «хужан», что означает «беспредельщик», «грабитель». Недавно, буквально недавно, был еще один геноцид езидов, помимо того, что в 15 году они пострадали. Буквально недавно это езиды Ирака, Сирии, которые подверглись нечеловеческим пыткам, издевательствам. И невзирая на то, что люди шли на смерть, они не поменяли свою веру. Это очень воинственный, очень сильный народ. Работящий, очень наивный где-то. Я за свою жизнь плохого езида не встретила. У них, знаете, у них особое понимание Родины. И если есть у армян, да и у грузин в том числе, самый верный, скажем, народ, друг, это езиды. Вот это те самые работящие, верные своим традициям езиды. Они говорят, что есть несколько версий происхождения их имени. Первое – это от верховного бога Иостана. Второе – это второй вариант, что был некий предводитель, он действительно был, Красный Султан Езиды. Но дело в том, что его уже так называли, Красный Султан Езиды. Не от них пошли езиды, езиды уже были. И они взяли свое имя от своего древнего бога, которому поклоняются. Собственно, это тот самый бог, великий бог, который в разных культурах по-разному называется, верховный бог, да. Он в зороастризме называется Ахура-Мазда, у армян он Арамазд, у грузин он Армази. Греки его назвали Зевсом, африканские народы назвали зомби. Да, вот это понятие зомби и создатель. Об этом я тоже проясняю. Есть такая лекция зомби. Мне кажется, я обо всем уже говорила в этом мире. Герои языческого народа и армянского народа, которые стали, собственно говоря. Один из них Джахангир Ага, человек, благодаря которому многие поколения людей имели свое продолжение, который спасал от ятагана огромное количество армян. Езиды, которые во все времена, во все войны, во все катастрофы, связанные с армянским народом, были рядом с нами. Один из них Езди Сурен, так его называли, и его отряд. И эти люди воевали как тогда, так и сейчас, недавно. Киарам Салуян, этот молодой мальчик, который... Это действительно мальчик, ребенок еще, 18 лет, призывник, который не оставил своего раненого командира. И когда у него закончились пули, он сражался различными инструментами, лопаткой, то есть лопатой, извиняюсь. Понимаете, отбивался, он защищал своего командира. И в итоге был очень страшно убит. И, к сожалению, самое омерзительное, что голову этого молодого мальчика везли по деревням. И непонятно, почему этот народ радовался, аплодировал этому варварству. Вот так достойно ушел этот мальчик. Родители, к сожалению, не выдержали, друг за другом ушли за ним. Но он остался в памяти как герой и языческого народа, и армянского народа. Я хочу вам сказать, что я очень уважаю этот народ. Я очень люблю их. Я люблю их жестокие, пускай, знаете, такие патриархальные традиции, но они только оставили их вот такими, какие они есть. У них делятся на несколько категорий.
Самые так, высшая категория – это шейхи, их называют так. То есть это предводители. У езидов дом считается священным храмом. У них есть особый угол, называется угол святого. Там постель. То есть вот постель друг на друга вот так вот, значит, разложена аккуратно, красиво закрыта. И во время каких-то церемоний национальных они подходят к постели хозяев, то есть вот к этому вот углу. Они слегка так касаются губами, как бы целуя, и ложат туда деньги. Ну, если это какие-то особые события. Есть определенные святилища, куда езиды идут туда. У каждой такой высокопоставленной семьи есть свое святилище. Наш святой, они так называют. Они идут туда как бы молиться и благодарить Бога. Езиды огнепоклонники. У них дома обязательно горит огонь или включен где-то свет. Они сами по себе огнепоклонники, поскольку считают, что воплощение великого Шамса на земле – это огонь. Так вот, кто такой Шамс? Уже сказала, светоносный посланник или ангел. Слово ангел появилось намного позже. Кстати, езиды считают, что сатана, он тоже сила Вселенной, и он тоже имеет право на уважение. Отсюда и вот начали говорить, что езиды сатанопоклонники и прочая ерунда. Нет, они просто считают, что каждая сила во Вселенной имеет право на уважение, что с силами бороться глупо. Их нужно уважать и воспринимать. Вы не считаете, что это логично на самом деле? Так вот, считается, что Бог не участвует в повседневном управлении этим миром, и поэтому ему передает молитвы людей, просьбы людей Шамс. Светоносный посланник Шамс. Он учит людей, как нужно молиться. Он дает людям знания о Боге. Он восходит каждый день, показывая мирозданию, что он есть, и он их не оставил. И если езиды обращаются к Богу, то они вообще не произносят слово «яздан». В редких каких-то, скажем, в редкие моменты или определенные там, например, есть племена, именно вот определенные племена езидов, которые уже слились давно, конечно, вместе. Может быть, они когда-то произносили или сейчас произносят. Но в основном они считают, что нужно обращаться к нему через Шамса. Шамс передает. Не напоминает нечто, что это тоже где-то присвоено христианством? Сын Божий, через которого люди обращаются к Верховному Богу. Вот он Шамс, Верховный Ангел или посланник, через которого обращаются к самому Богу, Вседержителю. Шамс или Шешамс. Вот когда они просят, когда они совершают приветствие, они все время произносят это слово «шамс» и поворачиваются лицом к свету Божьему, как они говорят. Такое сложное слово «кублат-бор» или «кублат-бдор». По-разному звучит, потому что у них тоже есть свои наречия. Солнце – источник тепла. Солнце – источник жизни на земле. Солнечная энергия дает человеку свершение. И Шамс в виде солнца появляясь, либо вместе с солнцем, учит людей, как нужно правильно обращаться к тому самому вселенскому разуму. Второй по величине ангел или главный предводитель войска Всевышнего Яздана – это Мелик-Таус. Это верховный ангел, который является в виде павлина. Но я еще раз вам говорю, они не павлиний перья держат, они изображение павлина. Считается, что он
является в виде павлина. Я вам уже говорила, что вот Таушский район, да, Армении, Тауш, это вот именно отголосок той культуры, Таус, это слово. Великий ангел. Но мы сейчас будем говорить с вами о Шамсе. Этот ритуал вам поможет в очень сложной ситуации. Если у вас просто вам нужно решение, вам нужно быстрое решение и помощь, и разрешение всей этой ситуации, которую вы не знаете, что делать. Связано это с семьей, с работой. Вот у вас разные мысли приходят, или вообще мысли никакие не приходят. Одним словом, такая же безысходная ситуация, вам нужно решение. Проводите следующим образом. Ранним утром, когда только солнце встает, вам придется рано встать, стелить красную ткань на алтарь, зажечь благовоний, красная свеча, обязательно красная свеча как символ солнца, и свечной круг. Неважно, сколько свечей вам понадобится. Главное, чтобы вы сделали такой свечной круг. Почему? Потому что здесь важен источник огня. Вы должны зажечь это все, прочитать 10 раз и все потушить. Эта свеча, большая свеча, на следующий день, не в этот день, на следующий день зажигаете, и он должен весь день гореть и, собственно говоря, истлеть. Это все просто потом выбросите, ничего делать не нужно. Когда у вас ситуация разрешится, когда у вас разрешится эта вся ситуация, вы точно так же зажигаете, уже не важно, ранним утром, какое время, точно так же зажигайте еще одну красную свечу над красным алтарем и своими словами благодарите посланника, либо посредника между людьми и Богом, великого Шамса. Ничего от вас не требуется. Он берет энергии радости в этом ритуале. Я надеюсь, что прояснила вам, как нужно. А теперь, естественно, текст ритуала и все остальное вы поймете, как сделать. Когда вы будете читать, может вас затрясти, потому что это очень сильная работа, как, впрочем, и все. Но здесь связано именно с древними силами, очень древними силами. Есть ритуалы, которые я, например, духи, к которым обращались тысячелетиями, не я одна знаю, да, не я их придумала, они есть. Поэтому, естественно, есть и другие обращения к этим духам. И о них есть противоречивая информация, есть различные версии. Но я вам говорю первоисточник и свой вариант обращения к этим силам. Это для некоторых идиотов, которые считают, что если я обращаюсь к тем же силам, к которым обращались другие, или есть другие версии обращения к этой силе, ну, в общем, от безделия не знаю, что придумать. Если есть различные обращения к этим духам или различные прояснения об этих духах, но я свой вариант предлагаю, который силен и с ключами. Это одно. Но есть моменты, есть работы, есть обращения к определенным силам, божествам, посланникам мироздания, о которых никто не говорил, кроме меня. Вот этот ритуал еще один, то есть такой же исключение из всех правил. То есть это только я говорила вам, и я вам объясняю, как к нему обращаться. И еще раз напомню, что такое магия, коротко, в 2 словах. Магия – это обращение к различным силам, различными методами для достижения своего желания, для получения желаемого. Так что, дорогие друзья, еще один подарок вам, который вам, естественно, пригодится. Итак, еще раз вам скажу, в каких ситуациях вы можете провести этот ритуал. Вот у вас сын хочет жениться, а
девушка вам не очень нравится. И вы, это не личный ваш каприз, а вы просто мудро смотрите на вещи и понимаете, что рано или поздно он поймет, но не хотелось бы, чтобы он портил свою жизнь. Потому что наши дети все равно будут думать, как мы. Это наши дети, это наша генетика. Если они сейчас что-то делают наперекор нам, пройдет время, они будут думать именно так, как мы. Потому что у них такие же вкусы, такие же желания. То же самое, что и у нас, поверьте мне. Просто вначале они проявляют свою такую самостоятельность, но потом понимают, что ошиблись. Вот эта ситуация. На работе хотят на вас повесить недостачу или обвинить в чем-то, в чем вы не виноваты. Вот эта ситуация. Муж живет как-то подозрительно. Хотите понять, все-таки прояснить всю ситуацию. Либо развестись, либо решить эту проблему. Проведите. И так далее. То есть из запутанных, трудных ситуаций он обязательно вам поможет, потому что он, как великое солнце или тот, кто вместе с солнцем восходит, он видит все наши трудности, бедствия и, как бы, знаете, так проясняет это все. Проясняет, раскрывает, открывает и устраняет. Итак, о светозарный Шамс, посредник между людьми и вечным Создателем, прошу через тебя благословения. Ты научил нас вечной мудрости. Ты помог основать Лалеш. Мы возносим молитву великому светиле. Мы благодарим огонь и говорим: Ты посланник Яздана. Благослови свое создание. Согрей наши души и дома. Помоги в моих делах. Услышь меня, Шамс, прошу. И говорите коротко свою просьбу. Например, помоги, чтобы на работе все прояснилось, чтобы с меня обвинения сняли и наказали, нашли того, кто действительно виноват. Например, передай мою просьбу великому и вечному. Доведи до его престола. Помоги мне, Шамс. Стань моим посредником, стань моим заступником. Я славлю тебя и верю в тебя. Ты поможешь мне, светозарный, заклято. Немного устала, извиняюсь, поэтому еще раз прочитаю. Вам, естественно, сказала, сколько раз читать. О светозарный Шамс, посредник между людьми и вечным Создателем, прошу через тебя благословения. Ты научил нас вечной мудрости. Ты помог основать Лалеш. Мы возносим молитву великому светиле. Мы благодарим огонь и говорим: Ты посланник Яздана, благослови свое создание. Согрей наши души и дома. Помоги в моих делах. Услышь меня, Шамс. Говорите свою просьбу. Передай мою просьбу великому и вечному. Доведи до его престола. Помоги мне, Шамс. Стань моим посредником. Стань моим заступником. Я славлю тебя. Я верю в тебя. Ты поможешь мне, светозарный. Заклинаю. Итак, пусть вам поможет светозарный посланник Яздана и тот, который много тысячелетий ведет свой народ, не оставляет их и помогает, и слышит их молитвы в трудную минуту. Удачи вам и скажем спасибо этому народу, который, невзирая ни на что, не предал тот завет предков, который ему был оставлен. В то время как очень многие народы, предав своих предков, своих родных богов, за это очень жестоко поплатились. Всем удачи, всех благ. И пусть вам поможет великий Шамс.